these are the words for lesson 22. And we'll start with you with a quotation from the Pirates of the Caribbean. Honestly, it's the honest ones that you want to watch out for, because you can never predict when they are going to do something incredibly stupid. Watch out for обозначает остерегаться. Honestly, честно говоря, it's the honest ones. Это честные люди. Словом ones здесь заменено слово люди. Слово once – это как заменитель существительных. Его можно использовать в тех случаях, когда мы не хотим повторять лишний раз, либо же мы можем заменять им очевидные слова. Допустим, я могу его использовать в предложении «Я купила красные туфли и серые». Да? I bought red shoes and gray ones. Да? Вместо того, чтобы второй раз употреблять слово «туфли», я использовала слово once. Здесь же словом one заменено слово «люди», то есть оно подразумевается, мы понимаем из контекста, что он говорит о людях. Честно говоря, или по правде сказать, нужно остерегаться честных. Да, или именно честных нужно остерегаться, имеется в виду честных людей. Because you can never predict, потому что вы никогда не сможете предсказать when they're going to do something incredibly stupid. Когда они собираются, да, do something incredibly stupid, вытворить что-то невероятно глупое. And now the list of words. Nothing to wear. Нечего надеть. Universal female problem. Nowhere to go. Некуда пойти. In the wardrobe. В гардеробе, в платяном шкафу. Напоминаю, что wardrobe. Напоминаю, что буква A после W дает звук O. I have something to tell you. Я имею что-то, чтобы сказать тебе. Ну или, если нормальным русским, у меня есть что-то, что я хочу тебе сказать. Мне нужно что-то тебе сказать. I want you to do something. Я хочу, чтобы что-то сделать. Я хочу, чтобы ты что-то сделал. Вместо do мы можем подставить любой глагол. Допустим, я хочу, чтобы ты подошел ко мне. I want you to come to me. Либо я хочу, чтобы ты приготовил ужин. I want you to cook dinner. Ну и так далее. Если мы хотим использовать более вежливую форму, то вместо want you мы используем I would like you to. Я бы хотела, чтобы ты... Допустим, I would like you to listen to me. Я бы хотела, чтобы вы меня слушали. I want you to meet somebody. Вот та же самая конструкция здесь используется. Да? Я хочу, чтобы ты кого-то встретил. Ну или я хочу тебя представить кое-кому. Вот такое у нее значение. In the middle of nowhere. В середине, в nowhere ничего. То есть там, где ничего нет. В русском языке мы используем выражение «у черта на куличках». То же самое значение. Да? То есть посреди пустыря, посреди пустого места, у черта на куличках. Мы можем сказать, что my grandma lives in the middle of nowhere. Если бабушка живет в какой-то отдаленной деревушке, где вокруг ничего нет, то можем сказать, да, у черта на куличках. Except something. Except кроме. Except something, кроме чего-то. Допустим, I love all kinds of chocolate except white one. Опять вместо того, чтобы второй раз повторять слово chocolate, я использовала one. I love all chocolate except white one. Weekend and day off. И то, и другое слово на русский язык переводится как выходной. Но если мы посмотрим на то, из чего состоит слово week and week, это неделя, and конец. Получается конец недели, то есть это суббота и воскресенье. Day off – выходной день, то есть это day of work. День, когда я не работаю. Может быть, какой угодно день. Да? Если вы работаете 2 через 2, то это не обязательно ваш day off будет выпадать на субботу и воскресенье. Может быть, любой другой день. Просто это тот день, когда вы не идете на работу. My days are full. Full, то есть наполненные делами. То есть я не сижу без дела. I'm busy. Я занята. То есть businesswoman, busy woman, да? Businessman, busy man. Тот, кто постоянно занят делами. Be supposed to do something. Suppose – это полагать, предполагать. Если мы говорим I am supposed to go to the city center in the afternoon, то есть предполагается, что я должна ехать в центр города после обеда. То есть, на русский язык мы скажем «я должна». I'm supposed to, то есть мне следует, мне полагается что-то сделать. Допустим, you're supposed to listen to me, not to ask questions.
ты должен, по идее, да, вот ты должен, по идее, слушать меня, а не задавать вопросы. Вот это вот будет, наверное, самое точное определение. Должен что-то делать, по идее. То есть, по идее, я должна поехать в центр города после обеда. Don't leave until 1:30. Don't leave. Не уходить, не покидать until. Вот здесь нужно запомнить слово until, до какого-то момента. Even later, даже позже. И даже позже. Вот слово even, обратите на него внимание, постарайтесь запомнить. Luckily, к счастью. Вот эта буковка произносится прям совсем чуть-чуть, почти не произносится luckily, к счастью. I must admit. Я должен признать. Admit, признавать. Очень хорошее выражение. Часто возникают ситуации, в которых хочется его использовать. I have somebody to help me. У меня есть кто-то, чтобы помочь мне. Вот здесь мы видим форму глагола инфинитив, которая выражает, да, для чего, с какой целью. I have somebody, у меня есть кто-то to help me, который мне помогает. I have something to watch, у меня есть что-то, что можно посмотреть. I have nowhere to go, мне некуда идти. I have something to tell you, у меня есть что-то, что я хочу тебе сказать. I have somebody to cook for me, у меня есть кто-то, кто для меня готовит. То есть конструкцию можно разложить так. I have, я имею, а дальше здесь может быть кого-то, что-то, где-то, и дальше сделать что-то. Вот у нас там в уроке вы встретите выражение I have nowhere, у меня есть никуда to go, пойти, то есть мне некуда пойти. I have something to tell you, у меня есть что-то, чтобы сказать тебе. I have somebody to help me. У меня есть кто-то, кто мне помогает. Ну, в таком духе. Be exhausted from something. Exhausted. Две буковки дают звук O. Be exhausted from something. For example, I'm exhausted from my job. Which is not true. Or I'm exhausted from arguing with you. Устала от споров с тобой. И после exhausted from мы добавляем либо существительное, либо наша отглагольная существительное, с которой мы уже знакомы. То есть это глагол с окончанием ing, на который обозначает процесс. Have some peace and quiet. Peace – это мир, покой, quiet – тишина. То есть I want to have some peace and quiet. Я хочу побыть в тишине. Used to плюс глагол в первой форме используется, когда мы говорим о действиях, которые раньше повторялись в прошлом, но сейчас больше не являются правдой. Допустим, I used to wake up at 11, but now I don't. Да. I used to, я раньше, wake up, просыпалась. I used to wake up at 11, but now I don't. То есть они действия. Вот я постоянно просыпалась раньше в 11, но сейчас больше этого не делаю. То, что случалось раньше часто, да, постоянно, но больше не является правдой настоящим. Вот прям суперское выражение, очень рекомендую его запомнить. Ну, мы с ним еще будем встречаться. I used to, for example, I used to hate my job, but now I love it. Да, раньше я ненавидела свою работу, но сейчас я люблю. Либо I used to eat a lot of fast food, but now I don't. Вот подумайте о том, что вы делали раньше, и чего не делаете сейчас. И прямо вот прежде чем идти дальше по уроку, нажмите на паузу и проговорите эти выражения, потому что used to – это отличнейшее выражение, которое очень красиво звучит, показывает ваш уровень и легко в употреблении. Следующее. Enjoy. Мы знаем это слово, оно обозначает наслаждаться, когда мы говорим о том, что я получаю удовольствие. Допустим, I'm enjoying myself at the party. Я получаю удовольствие от вечеринки. Enjoy myself – наслаждаться. Я наслаждаюсь. She enjoys herself. Она наслаждается, она получает удовольствие. He enjoys himself. Он наслаждается, он получает удовольствие. Вот обратите внимание, если я говорю, что если я хочу сказать, допустим, я наслаждаюсь вечеринками, мне нравится ходить на вечеринки, то я говорю I enjoy going to parties, либо I enjoy eating ice cream. Когда мы говорим I enjoy myself, это значит, что мне кайфово, я получаю удовольствие вот, от чего бы я там ни делала. Вот. И тогда уже не нужно добавлять, не обязательно добавлять от чего, да, можно сказать I'm enjoying myself here, мне здесь нравится, я получаю удовольствие от того, что я здесь. Дальше it enjoys itself. You enjoy yourself. We enjoy ourselves. Обратите внимание, во множественном числе вот эта F, буковка, поменялась на VE. И they enjoy themselves. Это возвратные местоимения.
В русском языке у нас одно возвратное местоимение – себя, да, я себя, ты себя, он себя, она себя и так далее. В английском языке каждому обычному простому местоимению соответствует своя форма возвратного местоимения. Их просто нужно запомнить. Выпишите себе их отдельно на листочек, и со временем они вам будут встречаться, со временем вы их начнете употреблять и будете просто подсматривать, не на листочек, да, в тетрадочку куда-нибудь запишите, будете подсматривать туда. Invite – приглашать, мы уже говорили, invite – просто добавь воды. Invite somebody out – пригласить кого-то на свидание, куда-то сходить. Prepare myself mentally – подготовиться, да, у нас опять возвратное местоимение. Подготовить, prepare – это подготовить себя, то есть подготовиться mentally, морально. I need to prepare myself mentally. Мне нужно морально подготовиться к чему-то. Либо she always prepares, если у нас she, то herself mentally before she goes on stage, да, прежде чем она идет на сцену и так далее. Следующая конструкция я вам предлагаю посмотреть здесь, просто чтобы вы узнавали, что она значит. И, в принципе, если вам захочется когда-то такую мысль выразить, вот она у вас здесь будет, и ей можно воспользоваться. Something depends on whether something will happen. Что-то зависит от того, произойдет ли что-то или нет. What I do depends on whether we win or lose. Смотрите, то, что я делаю, это у нас будет подлежащим, вот таким вот сложным. То, что я делаю, зависит от того, выиграем мы или проиграем. Да? What I do depends on зависит от того ли мы выиграем или проиграем. Ну, вот так по английскому языке просто строится предложение. У нас получается две части. Подлежащее со сказуемым depend, всегда будет одно сказуемое, здесь depend. Дальше союз ли, вот этот вот whether, который нас объединяет. И дальше еще одно подлежащее сказуемое. Вот получается подлежащее what I do, то, что я делаю, depends on, зависит от, союз, который объединяет две части ли, и опять свое подлежащее сказуемое we win or lose. Дальше my bonus depends on whether I close some extra clients or not. Мой бонус зависит от, опять союз, связочка ли, дальше того, закрою я дополнительных клиентов или не закрою. Celebrate – праздновать. Exist – существовать. Look forward to doing something. Look forward to – с нетерпением ждать чего-либо. И вместо do мы можем подставлять либо существительные, либо любые отглагольные существительные. Допустим, я с нетерпением жду поездки в Париж. I am looking forward to going to Paris. Либо я с нетерпением жду поездки к бабушке. I'm looking forward to visiting my grandma. Либо я с нетерпением жду нового велосипеда. I'm looking forward to a new bicycle. И так далее. Так, и дальше у нас идут с вами слова на зеленом фоне. Это слова из песен. Search for something. Искать чего-то. Не забывайте про предлог for. Прям заучивайте слова. Или точнее проговаривайте слова. И поскольку это будет в песне, пропевайте их, обращая внимание на предлог. I find myself longing for change. Long for. Нам уже встречалось слово. Это страстно желать чего-то, хотеть очень сильно. Я нахожу себя ищущей или страстно желающей change, перемены. Fill the void. Заполнять пропуск, заполнять пустоту. Void – это пустота. Aren't it hard to keep it so hardcore? Aren't – это разговорная формы isn't. Ой, так тут апостроф неправильно стоит, он должен стоять здесь. Опечаточка произошла. Isn't it hard to keep it so hardcore? Hardcore, то есть человек, который keeps it so hardcore, ведет hardcore way of life, то есть это человек, который работает на износ, отдыхает на износ, то есть он поработал, потом пошел отдыхать, тусовался всю ночь, то есть он весь в каком-то движении, и его не переубедить, не остановить. Вот он очень уперт и делает постоянно то, что он делает. Вот получается, isn't it hard to keep it so hardcore? Разве это не сложно постоянно быть на таком уровне? I'm off the deep end. Я выхожу за пределы. Получается, что
I'm off the deep end. Предлог off обозначает, что я отправилась от чего-то. I'm off the deep end. То есть, получается, я еще дальше глубины. То есть, я ухожу еще глубже. Dive – нырять. Meet the ground – коснуться земли. Я думаю, что вы уже догадались, что это за песня. Сейчас, если еще не догадались, то следующая пара слов точно развеет все сомнения. Crash through the surface. Crash – это прорваться, разбить что-то. Crash through – это прорваться сквозь что-то, разбивая это. Surface – поверхность. I'm far from the shallow now. Я далека от shallow – это мелкий, поверхностный, либо мелководье. То есть я далека от мелководья. Следующее. Hurt, hurt, hurt. Причинять боль, либо болеть. Допустим, my fingers hurt. Мои пальцы болят. My heart hurts. Сердце болит. Dreams come true. Мечты сбываются. Shy. Застенчивый. Hold back. Hold – держать, да. Hold back – это держаться в стороне. То есть держать в себе, что-то скрывать, утаивать. Turn up – это прийти куда-то, показаться где-то, заявиться куда-то. Out of the blue. Out – это из, а в the blue что у нас бывает? Blue – небо. Да, небо голубого цвета. Out of the blue – это как гром среди ясного неба. Uninvited – без приглашения. Turn up, out of the blue, uninvited. Появиться как гром среди ясного неба без приглашения. Stay away – держаться подальше. Never mind – не придавать этому значению, то есть неважно. Допустим, вы в плохом настроении пришли, на лице все написано, вас кто-то спрашивает «What's happened?» Что случилось? И вы такие never mind, это неважно. Вот. Ну или в любых других ситуациях, где вам понадобится сказать never mind. I wish nothing but the best for you. I wish nothing. Я тебе желаю ничего, but. But имеет значение не только но еще и кроме. I wish nothing but the best. Я желаю тебе ничего, кроме the best, самого лучшего for you, для тебя. And the last page. Time flies. Время летит. We were born and raised. Мы были рождены и воспитаны. Еще раз обращу ваше внимание на born, да, звук о, не burn, потому что burn это сжигать. Born. We were born and raised. Last – длится. И regrets – сожаление.